Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. Сегодня мы будем ремонтировать микроволновую печь фирмы Saturn. После небольшого скачка напряжения в сети она перестала работать. Необходимо разобраться, в чем же проблема. При ее включении она не подает никаких признаков жизни. Подсветка не работает, значит, что-то поломалось серьезное. В первую очередь с помощью крестообразной отвертки необходимо открутить корпус микроволновой печи. Для этого необходимо открутить 4 болта, которые находятся на задней крышке. Также откручиваем один и второй болт с другой стороны на боковой части крышки. И снимаем верхнюю часть корпуса микроволновки. Слегка на себя потянем. Она уходит со своих разъемов. В первую очередь необходимо с помощью цифрового или стрелочного тестера проверить все предохранители, которые стоят в микроволновой печи. Устанавливаем переключатель тестера на проверку сопротивления. И после этого с помощью щупов проверяем предохранитель на плате управления. Никакой реакции нет, хотя так цепь работает. Теперь проверим высокотоковый предохранитель, который установлен на трансформаторе. Подключаем к одному выводу и к другому. Вот цепь замкнулась, значит, этот предохранитель исправен. Вынимаем с платы управления предохранитель. Он буквально поломался в руках. На верхней части предохранителя видно, что он рассчитан на 8 ампер и напряжение до 250 вольт. Перед заменой предохранителя необходимо убедиться в том, что нет нигде короткого замыкания и все детали микроволновой печи целы. Если у вас есть подходящий предохранитель на 8 ампер, то это хорошо, но можно пойти его купить на базаре, а можно сделать своими руками. Находим в справочнике или интернете таблицу диаметров вставок предохранителей. В моем случае должно быть 8 ампер, что соответствует диаметру медного провода 0,22. Необходимо его найти и впаять в предохранитель. У меня есть такой предохранитель, но он слабенький, на 1,5 ампер, поэтому необходимо заменить вставку проводок и можно ставить его в микроволновку. Замерить диаметр провода можно с помощью обычного штангенциркуля. Желательно, чтобы у него была точность измерения до 0,02 мм. Берем проводок, я вот нашел подходящий. Закрываем штангенциркуль и смотрим его диаметр 0 мм и сколько посмотрим сотых до совпадения. Здесь первая, вторая, как раз 0,22 мм, то, что нам нужно. Затем сверлом маленького диаметра, у меня здесь 2 мм, просверливаем отверстие с одной и с другой стороны будущего предохранителя, который будем ставить, и можно паять сюда проводок. Вот дырочка просверлена с двух сторон, можно впаивать сюда проводок. Слегка промазываем боковые части паяльной кислотой и можно паять. Продеваем внутрь проводок новый. Загибаем с двух сторон, чтобы он был натянут. И хорошенько пропаиваем.
Вот отверстие уже запаяно. И то же самое делаем с другой стороны. И вот так выглядит предохранитель уже не на 1,5, а на 8 ампер. Теперь ставим предохранитель на свое место. Аккуратно, чтобы он не лопнул. После такого несложного ремонта можно устанавливать корпус на свое место. После такого неказистого ремонта можно проверить, как она работает. Берем стакан холодной воды, ставим его на 1 минуту, можно на 2, и ждем. Микроволновка заработала. Теперь посмотрим температуру нагрева воды в стакане. Видно, что с нее пошел пар, значит все работает как положено. Таким образом, ремонт заключается в банальной замене предохранителей у большинства микроволновых печей. Желательно устанавливать хороший предохранитель, потому что если у вас нет хорошего штангенциркуля или микрометра, тяжело подобрать диаметр проволочки. Вы были на канале Деломастера Боится. Смотри видео о том, как своими руками можно попытаться отремонтировать микроволновую печь, если она отказывается работать. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.